Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить кулич краффин. Этот мой авторский рецепт, наверное, повторил уже весь интернет. Сегодня я предлагаю улучшенную версию этого рецепта. И на мой взгляд, кулич краффин получается еще вкуснее, еще лучше. Посмотрите, какие они высокие получились. Тесто здесь влажное, более сладкое. Вообще эти куличи я сейчас могу сравнить между куличом краффином и панеттоне. Сверху, как и в краффинах, такая хрустящая корочка, а потом идет такое нежное, мягкое тесто. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Вот здесь видны слои теста, много цукатов. Пахнет просто невероятно. И видно, что тесто такое пышное. Как тесто отделяется слоями. И эти куличи очень сладкие, такие сдобные. Много цукатов, изюма. Это очень вкусно. В первую очередь в теплом молоке разведу дрожжи. Всыпаю 1 столовую ложку сахара от общего количества. Добавляю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом дрожжи подходить примерно минут на 5-7. В миску разбиваю 2 целых яйца. И у 3 яиц отделяю желтки. Всыпаю в миску сахар и соль. Хорошо все взбиваю миксером в пышную светлую массу. Посмотрите, пока я взбивала яйца, как подошли дрожжи. Выросла вот такая красивая шапочка. И только теперь можно продолжать делать тесто дальше. Просеиваю в миску муку. Но не всю, часть муки оставлю. Буду ее потом добавлять постепенно. Сейчас в муке делаю углубление. Добавляю сюда подошедшие дрожжи. Также добавляю взбитые с сахаром яйца. Добавляю натуральный апельсиновый сок, цедру апельсина, цедру лимона и мед. И начинаю замешивать тесто. Конечно, все мы хотим, чтобы куличи получились, поэтому готовим их с хорошим настроением, с душой. Добавляю в тесто всю оставшуюся муку. Вливаю растопленное сливочное масло и продолжаю вымешивать. Сейчас я вижу, что тесто у меня получилось еще вязким, достаточно жидким, и я буду сюда добавлять дополнительно муку. Забыла добавить в тесто экстракт ванили. Сейчас добавлю 1 чайную ложку и еще домешу немного. У меня сейчас, посмотрите, какое получилось тесто. Оно такое еще липковатое. Всего я сюда добавила 80 граммов муки. Больше муку я добавлять не буду. Сейчас тесто буду домешивать на столе. Конечно, вы обязательно смотрите по консистенции теста, потому что яйца разного размера, мука также у всех разная. Оно у меня получается еще вот таким достаточно липким. Вымешивать буду до тех пор, пока оно не перестанет приставать к столу и к рукам. Конечно, если вы хотите, вы можете добавить в тесто немного муки, но я рекомендую немного помесите тесто. И вы увидите потом, какое оно будет пышное. Можно приподнимать вот так тесто и немного ударять его об стол. И как бы накрывать сверху. Таким образом обогащаем его кислородом. Как видите, я уже тесто вот могу приподнимать. Видите? Оно не прилипает. Тесто я уже вымесила. Сейчас беру большую миску. Наливаю сюда немного растительного масла. Руки сейчас я тоже смазываю маслом, потому что тесто, вот оно такое на грани липкости. Посмотрите, какое тесто получается. Вы видите, оно просто перетекает в руках, оно живое.
я его вот таким образом округляю. Всего я его вымешивала где-то минут 14. Перекладываю его в миску. Закрываю миску пищевой пленкой. Тесто отправляем на расстойку примерно на 1 час. Оно должно увеличиться в объеме больше, чем в 2 раза. Обычно я миску ставлю в микроволновую печь. Рядом ставлю стакан с горячей водой. Дверцу микроволновки закрываю, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто очень хорошо и быстро подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Также я вношу в мой рецепт еще одно очень интересное изменение, дополнение. Я буду готовить песочную крошку. Для этого мне понадобится 120 граммов муки, 120 граммов сахара. Я опять использую тростниковый сахар. Можно использовать и белый. 60 граммов сливочного масла. Масло просто комнатной температуры. Также мне понадобится изюм. У меня здесь изюм вот такой разноцветный. И как видите, он такой достаточно крупный. Поэтому я его еще немного порежу. Здесь у меня черника 50 граммов и также 50 граммов апельсиновых цукатов. Сразу же приготовлю крошку. В муку добавляю сахар и добавляю сливочное масло. И все перетираю в крошку. В итоге у меня получилась вот такая крошка. И ее пока можно поставить в холодильник. Я подготовила формы для куличей. У меня вот такие 4 формы, разъемные, диаметр 12 сантиметров, высота 10. Но я при помощи пергаментной бумаги нарастила высоту до 15 сантиметров. У меня хорошая пергаментная бумага, я ее ничем не смазываю. Если у вас бумага не очень хорошего качества, на всякий случай ее промажьте растительным маслом. У меня прошел примерно 1 час. Вы только посмотрите, какое тесто получилось. Оно увеличилось в объеме, наверное, в 2,5-3 раза. Посмотрите, какое оно пышное. Руки слегка смазываю растительным маслом и достаю тесто из миски. Сейчас тесто разделю на 2 равные части. Каждый кусочек я взвесила. У меня получились они примерно по 665 граммов. Подкатываю их в шар. И дам им отдохнуть примерно минут 5. Закрою пленкой. Сейчас начинается самое интересное. Будем формировать куличи. Беру 1 кусочек теста, немного подпылю мукой и буду раскатывать его в очень тонкий пласт. Из каждого куска теста я буду формировать 2 кулича. Если надо, конечно, дополнительно подпыляйте мукой. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем больше слоев получится у кулича. Я постаралась раскатать очень тонко. Видите, оно буквально просвечивается. Здесь у меня растопленное сливочное масло. Наливаю примерно половину и распределяю. Сверху я насыпаю песочную крошку. Беру примерно половину, так как у меня получается 2 куска теста. И теперь распределяю половину всех цукатов. Я возьму чуть больше цукатов, чем озвучивала в начале. Точное количество укажу под видео в описании. И теперь все скручиваю в плотный рулет. Поджимаем все очень плотненько. У меня получился вот такой рулет. Закрываю его пищевой пленкой и оставляю. А сама буду раскатывать 2 кусок теста. Итак, я сформировала 2 рулет. И сейчас я его оставляю отдыхать под пленкой. А из 1-го рулета, видите, он уже немного подошел, буду формировать куличи. У меня такой длинный рулет получается, что не помещается весь на доску. Сейчас острым ножом я разрезаю рулет пополам. Обязательно берите острый нож, чтобы не примялись слои теста. И сейчас из каждой полосы сворачиваю кулич. Стараемся, чтобы вот эти вот слои теста были видны. Я сначала формирую дно и теперь делаю вершину красивую. Теперь сюда возвращаю цукатики, которые вывалились, и будет все очень красиво. 1 и формирую 2.
переношу в форму. Конечно, это самое сложное – перенести аккуратно в форму, потому что она получается достаточно высокая. И, конечно, хочется сохранить вот этот весь узор, который сделали. Посмотрите, кулич должен занимать не больше половины формы. Я сформировала все 4 кулича. Посмотрите, те, которые были сформированы первыми, уже начали подходить хорошо. Сейчас я все куличи отправляю на расстойку. Я снова поставлю вот эти формы в микроволновку и рядом поставлю стакан с горячей водой. И куличи у меня прекрасно подойдут. Они должны заполнить фактически всю форму. У меня прошел примерно 1 час. Вы только посмотрите, как увеличились мои куличи в объеме. Они заполнили фактически всю форму. Куличи я отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку. И первые 5-7 минут буду выпекать при 200 градусах. Затем снижу температуру до 180 градусов. И буду выпекать их еще примерно 30-35 минут. Друзья, конечно, вы смотрите по своей духовке. Если надо, верх куличей можно прикрыть фольгой, если вы увидите, что верх слишком сильно подпекается. И обратите внимание, я закрыла дно формы фольгой, потому что у меня форма разъемная, в тесте достаточно много масла. Куличи я достала из духовки. Друзья, я так рада, куличи, по-моему, получились на славу. Посмотрите только. Такие красавцы, какие они высокие. Обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой, зубочисткой. Я их выпекала в режиме конвекция, включен верх и низ духовки. В общей сложности они выпекались у меня 45 минут. Сейчас посмотрим, подтекло ли здесь масло. Посмотрите, благодаря тому, что я улучшила рецепт, изменила его, здесь абсолютно нет масла. Это очень хорошо. Вы не представляете, какой он ароматный, как пахнет. Сверху, посмотрите, запеклась вот эта песочная крошка. Красота. Я подготовила специально очень мягкие полотенца. Куличи получились настолько воздушные и высокие, что остывать я их буду ложить на полотенца. Вообще легкие, как пушинки. Периодически куличи надо поворачивать, чтобы они не залеживались на одном боку. Для этих куличей не нужны никакие украшения, на мой взгляд. Просто присыпем их сверху сахарной пудрой. Безусловно, мы уже всей семьей попробовали кулич. Я вам могу сказать точно. Это, наверное, один из лучших моих рецептов. Тесто здесь нереальное. Друзья, ну что я могу сказать? И первый кулич краффин, и второй очень вкусные. Но главное отличие в этом рецепте – это то, что куличи стали более сладкие. Вот мне, например, по сравнению с первым рецептом, не хватало сладости в куличах. И также здесь тесто стало более влажное. Вот, ну не знаю, для меня это очень вкусно. Друзья, обязательно попробуйте и первый вариант, и второй. Определитесь, что вам нравится больше. Пишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Мне, например, второй вариант нравится больше. Я желаю всем светлых праздников, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!